Африканское солнце не просто светило, оно властвовало. К полудню небо выцвело до белизны, а раскаленный воздух над равниной Серенгети превратился в густое дрожащее марево. Желтая трава, иссушенная долгими неделями без дождя, шуршала под ногами великанов, словно старый пергамент. В центре этого знойного мира двигалось стадо. 10 огромных теней, чьи спины казались продолжением скалистых холмов. Во главе шла Кекима, старая матриарх. Ее бивни, иссеченные временем и стычками, пожелтели, а кожа напоминала кору древнего баобаба. Она помнила запахи воды, скрытой глубоко под землей, и тропы, которыми ходили ее предки тысячи лет назад. Каждым шагом она прощупывала почву, улавливая чувствительными подушечками стоп малейшие вибрации, далекий рокот грозы за сотни миль или движение других стад. Рядом с ней, стараясь попадать в ритм ее шагов, шла молодая слониха Аша, а под ее животом, в спасительной тени материнского тела, семенил тот, ради кого сегодня бились сердца всего стада. Слоненок, которого в мыслях Аша называла малыш Тумбо, едва достигал колена взрослого слона. Его хобот, непослушный, смешной отросток, жил своей жизнью. То пытался завязаться узлом, то безуспешно тянулся к сухому кусту, то нежно обвивал ногу матери. Для Тумбо мир был огромной игровой площадкой. Он еще не знал, что за красотой золотистых колосьев скрывается смерть, а тишина может быть предвестником бури. Слоны остановились у пересохшего русла реки. Кекима начала методично рыть яму мощной ногой, надеясь добраться до влажного песка. Взрослые сосредоточились, их уши мерно хлопали, охлаждая кровь в венах. Это был момент тишины и тяжелого труда. Именно тогда Тумбо увидел ее. Маленькая ярко-синяя бабочка, похожая на осколок неба, упавший в это желтое пекло, опустилась на камень прямо перед его носом. Слоненок замер. Он вытянул хобот, пытаясь коснуться диковинного существа, но бабочка вспорхнула и отлетела на пару метров. Тумбо сделал шаг, потом другой. Мир за пределами ног матери оказался удивительным. Здесь кузнечики взлетали из-под ног, словно маленькие ракеты, а птицы-носороги смешно переговаривались на ветвях одинокой акации. Бабочка вела его все дальше. Она то опускалась к самой земле, то взмывала вверх, дразня маленького исследователя. Слоненок не заметил, как высокие стебли травы скрыли от него серые спины соплеменников. Он не заметил, как звуки копающего стада сменились зловещим шепотом ветра. Он был слишком занят, он пытался поймать небесный лоскуток. В какой-то момент бабочка исчезла, растворившись в ослепительном свете. Тумбо остановился. Он огляделся вокруг и вдруг понял: мир стал слишком большим и слишком тихим. Тишина в саванне — это не отсутствие звуков, это присутствие угрозы. Тумбо поднял голову. Воздух пах сушеной травой и пылью. Но в этом коктейле появился новый, резкий и пугающий аромат. Запах тяжелого зверя, запах плотоядной уверенности. Кузнечики замолчали. Даже ветер, казалось, притаился. Из высокой травы в 30 метрах от него медленно поднялась голова с янтарными глазами.
затем вторая, третья. Это был прайд. 8 львиц и 2 молодых самца с короткими, еще не густыми гривами. Они не рычали. Они просто шли, рассредотачиваясь по кругу, превращая пространство вокруг слоненка в ловушку. Тумбо почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Его маленькое сердце колотилось так сильно, что, казалось, оно выпрыгнет из груди. В его памяти не было опыта встреч с хищниками, но была генетическая память поколений. Она кричала «Смерть! Берегись!». Но Тумбо был сыном своего народа. Вместо того, чтобы упасть или бежать в панике, что стало бы его концом, он сделал то, что видел сотни раз. Он расправил свои еще мягкие уши, стараясь казаться вдвое больше, поднял хобот и издал звук. Это не был трубный клич великана, скорее надтреснутый, хриплый писк, переходящий в визг. Но в этом звуке была ярость. Львицы замедлились. Такая дерзость со стороны обеда была им не по нраву. Один из молодых львов, решив испытать удачу, сделал резкий выпад. Его когти вспороли воздух в сантиметрах от бока малыша. Тумбо топнул ногой, подняв тучу пыли, и снова закричал. В этот момент в полукилометре отсюда Аша подняла голову. Материнское сердце — самый точный радар в мире. Она не слышала звука ушами, она почувствовала его кожей. В один миг спокойная молодая слониха превратилась в воплощение разрушительной силы. Она издала такой трубный зов, что птицы с криком взмыли в небо во всей округе. Земля задрожала. Это не было просто бегом. Это было землетрясение. Аша неслась сквозь кустарник, не разбирая дороги. Колючие ветви акации рвали ее кожу, но она не чувствовала боли. За ней, выстроившись клином, шло все стадо. Хякима, несмотря на свой возраст, не отставала ни на шаг. Львы уже почти сомкнули кольцо. Тот самый молодой самец все же успел задеть Тумбо. На сером боку слоненка проступили 3 красные полосы. Малыш вскрикнул от боли, и этот крик стал последним, что львы услышали перед тем, как горизонт взорвался серым штормом. Аша ворвалась в круг хищников, подобно сошедшему с гор селю. Она не тормозила. 5 тонн живого веса и ярости едва не раздавили вожака прайда. Львы, чье превосходство только что казалось неоспоримым, разлетелись в стороны, как сухая листва. Слониха мгновенно развернулась, закрыв собой малыша. Она прижала его к своим ногам. Ее хобот лихорадочно ощупывал его тело, проверяя раны. Львы не хотели уходить. Это был крупный прайд, и голод гнал их на риск. Они начали кружить, надеясь, что мать в пылу ярости допустит ошибку и откроет фланг. Но тут на поляну вышло остальное стадо. Это было величественное и страшное зрелище. Слоны образовали идеальный полукруг. В центре Аша и Тумбо, а по краям могучие защитники. Хякима сделала шаг вперед. Она не трубила. Она просто смотрела на львов, и в этом взгляде была мудрость 1000 побед. Она медленно качала головой, ее бивни поблескивали на солнце, как обнаженные сабли. Слоны начали бить ногами по земле. Гул стоял такой, что, казалось, сама Африка протестует против этой охоты. Пыль поднялась столбом, скрывая солнце. И в этот напряженный момент, когда львы уже были готовы к финальному отчаянному броску, воздух прорезал новый техногенный звук. 2 открытых джипа с надписями National Park Service вылетели из-за холма. Рейнджеры патрулировали этот сектор и услышали трубные крики слонов,
которые разносились на мили. Для животных звук мотора и запах бензина были знакомы. Для львов это был сигнал к отступлению. Они знали, что там, где появляются люди на рычащих зверях, охота заканчивается. С неохотным рычанием Прайд растворился в высокой траве, словно его и не было. Слоны не ушли. Они стояли плотной стеной, охраняя Тумбо. Один из джипов медленно приблизился. Из него вышел человек в выцветшей зеленой форме. Это был доктор Мбеки, ветеринар, который знал это стадо уже 10 лет. «Тише, девочка, тише. Кэкима», — негромко произнес он, подняв пустые ладони. Матриарх узнала голос. Она позволила человеку подойти ближе, хотя Аша все еще угрожающе похлопывала ушами. Доктор Мбеки видел кровь на боку Тумбо. С помощью длинного зажима и антисептического спрея он, почти не касаясь слоненка, обработал раны. Малыш вздрогнул от холодной струи, но рука матери, лежавшая на его спине, успокаивала лучше любого лекарства. Рейнджеры подождали, пока дыхание слонов станет ровным. Они понимали, сегодня они лишь зрители в великой драме природы, вмешавшиеся лишь для того, чтобы залечить случайную царапину. Солнце начало тонуть в океане саванны, окрашивая мир в багровые и фиолетовые тона. Жара спала, уступив место благодатной прохладе. Стадо снова двинулось в путь. Теперь они шли плотнее, чем утром. Тумбо прихрамывал, его бок блестел от лекарства, но он шел сам. Он больше не смотрел на бабочек. Он смотрел на хвост матери и на уверенные шаги Хекимы. В этот день он перестал быть просто малышом. Он почувствовал вкус опасности и тепло защиты. Он узнал, что его голос важен и что за него готовы сражаться самые сильные существа на планете. Когда последние лучи солнца позолотили горизонт, силуэты слонов снова стали похожи на призраков, медленно уходящих в вечность. Саванна вздохнула полной грудью, готовясь к короткой ночи, чтобы завтра снова встретить солнце, безжалостное, вилая и дарующее жизнь. Дорогие друзья, природа Африки полна таких скрытых драм. Эта история напоминает нам, что семья — это высшая ценность не только для людей, но и для каждого живого существа. А что вы думаете о храбрости маленького слоненка? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если эта история коснулась вашего сердца, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Впереди нас ждет еще много путешествий в мир дикой природы. До новых встреч!